что на самом деле происходит за кадром? Почему HYBE наконец-то рассказали об отношениях Чингука и Тэхёна? И существует ли на самом деле любовный треугольник, который все это время держали в тайне? Этот недавно раскрытый факт потряс мир К-поп. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, если вы удивлены, и не забудьте подписаться на обновление, ведь это только начало чего-то гораздо большего. Что, если любовь, которую вы скрывали, внезапно станет достоянием всего мира без вашего разрешения? Что, если правда, которую вы пытались защитить, будет использована как инструмент для блага других? И что, если на пике вашей популярности одно принятое вами решение может изменить всю жизнь самых близких вам людей? Эти вопросы теперь звучат во вселенной ARMY после неожиданного поворота событий за кулисами международного концерта с участием двух самых знаковых имен в истории BTS – Чингука и Тэхёна. Однако публика еще сильнее не может отвести взгляд, и дело не только в них двоих. Теперь тень третьего лица, о котором когда-то лишь шептали на закрытых форумах, выходит на поверхность таким образом, каким никто и представить себе не мог. Все началось не со сцены, не с прямой трансляции, не с официального заявления, а с одного тихого момента в эксклюзивной комнате ожидания после их грандиозного выступления в Лос-Анджелесе. Никто не знает, кто первым начал разговор, но очевидец, гример, случайно вошедший в комнату, рассказал, что атмосфера была напряженной, словно что-то тяжелое давило на воздух. Тэхён сидел, откинувшись на спинку кресла, с непроницаемым выражением лица, а Чингук стоял спиной к нему, уставившись в стену, не произнося ни слова. Что сказал Тэхён в тот момент? И почему Чингук выглядел так, будто держал в себе то, что так долго держал в себе? Слухи быстро разрастались. Некоторые говорили, что у них были разногласия по поводу личных графиков. Другие предполагали, что это связано с новым сольным проектом, который один из них хотел сохранить в тайне. Но затем появилось имя, которое многие никогда не связывали с ними публично, но которое, по-видимому, сыграло важную роль за кулисами. Кто этот третий? И как мог возникнуть любовный треугольник между двумя друзьями, которые всегда казались неразлучными перед камерами? Поначалу HYBE предпочли хранить молчание. Пока фанаты строили теории в социальных сетях, агентство ничего не говорило. Но все изменилось, когда в сеть попало видео. Не скандальное видео, не официальное заявление, а запись с камеры видеонаблюдения из тренировочной комнаты, показывающая краткое, но интенсивное взаимодействие между тремя упомянутыми людьми. На видео видно, как Тэхён смотрит на кого-то взглядом, который сложно интерпретировать, на кого-то, стоящего между ним и Чингуком. Это не айдол из другой группы, не знаменитость, с которой когда-либо были связаны их связи, а кто-то из их ближайшего окружения, сотрудник, считающийся частью их профессиональной команды. Как только видео распространилось, интернет взорвался. Комментарии заполонили все платформы. Почему никто нам об этом не рассказал? Поэтому Чингук сейчас выглядит иначе? Тэхён выглядел разочарованным, но кем именно? Внезапно все, что когда-то казалось нормальным, стало казаться подозрительным. Старые посты снова стали анализироваться. Записи с предыдущих концертов проигрывались в замедленном режиме, чтобы отследить, как менялось выражение глаз при упоминании одного конкретного имени. Затем ARMY нашли отрывок с концерта в Сеуле, где Чингук глубоко вздохнул и почти неслышно прошептал: «Я не хочу никого обидеть, но и притворяться больше не могу». Эта фраза разожгла последовавшее безумие. Поклонники разделились на два лагеря. Одни были расстроены, другие злы. Но большинство винило HYBE в том, что они позволили истории закрутиться без каких-либо разъяснений. Чего они не знали, так это того, что даже HYBE находились под сильным внутренним давлением. В штаб-квартире в Йонсоне сотрудники начали беспокоиться, что ситуация выходит из-под контроля, слишком много утечек, слишком много вопросов, на которые они не могли ответить. Затем, на закрытой репетиции, Чингук принял смелое решение. Он попросил выключить все внутренние камеры. Никаких документов. Никаких дополнительных сотрудников. Только он, Тэхён и третий человек, оказавшийся в центре слухов. По словам хореографа, случайно подслушавшего разговор из-за стены, в комнате было невероятно тихо.
Но ему удалось уловить одну фразу, которая лишила его дара речи на несколько дней. Если бы мне пришлось выбирать, я бы выбрал честность, а не драму. Считается, что эти слова принадлежат Чингуку, и с этого момента все изменилось. На следующий день HYBE опубликовали заявление, ошеломившее общественность. Ни типичное разъяснение, ни дипломатичные формулировки, ни объяснение, ни недоразумение. Всего одно предложение. Мы получили прямую информацию от Чингука и уважаем его решение не вмешиваться в ситуацию, которая может разрушить их дружбу и доверие. В заявлении подтверждалось, что что-то действительно произошло, то, что невозможно игнорировать. Но всеобщее внимание привлекла фраза «не вмешиваться». Отверг ли он любовь? Отдалился ли от Тэхёна? Или пытался защитить то, что начало рушиться? После этого заявления атмосфера между Чингуком и Тэхёном кардинально изменилась. Больше никакого публичного взаимодействия. Никакого зрительного контакта. Никаких естественных улыбок. Только молчание. Затем HYBE сделали неожиданный ход. Они объявили о специальной пресс-конференции не для продвижения, а чтобы объяснить то, что стало глобальной проблемой и повлияло на их внутреннюю динамику. Когда пресс-конференция началась, на сцену вышел не генеральный директор, не пиар-директор, а бывший менеджер из эпохи стажеров BTS. Он произнес заявление, которое ошеломило всех присутствующих. То, что вы видите, это еще не все. Слишком много предположений сложилось, и сегодня мы решили не допустить бесконтрольного развития этой истории. Затем он сказал то, что потрясло индустрию поп. Между Чингуком и Тэхёном существует очень глубокая связь. Но когда чувства начинают выходить за рамки профессиональных границ, и когда третий человек занимает место, предназначенное только для них двоих, все меняется. Подтверждение было очевидным: любовный треугольник существовал. Менеджер продолжил, объяснив, что Чингук пришел в HYBE неделями ранее, заявив, что отказывается участвовать в событиях, которые могут разрушить доверие и целостность. Сессии вопросов и ответов не было. Журналистов выпроводили. Но в тот вечер произошло нечто неожиданное. Чингук опубликовал личное сообщение на своей официальной платформе: не вся любовь должна быть публичной, и не все раны должны быть обнародованы. Поклонники плакали, спорили, анализировали. Имелся ли в виду Тэхён? Или он хотел защитить третьего человека? Тем временем Тэхён исчез с радаров. Никаких заявлений, никаких постов. Фанаты заметили небольшие изменения: часы, которые он больше не носил, снятый браслет, исчезнувшую улыбку. На недавнем выступлении в Японии их хореографию изменили, чтобы держать их на расстоянии. Никакого зрительного контакта, никакого взаимодействия. А в конце шоу Тэхёна поймали на том, что он пристально смотрел на пустое место, где обычно стоял Чингук. Это длилось всего мгновение, но говорило о многом. Затем в сеть просочилось заявление бывшего сотрудника HYBE о том, что конфликт длится уже больше года, и что графики были сдвинуты, чтобы помочь им разобраться с личными проблемами. Если это правда, то общественность месяцами питалась спланированной ложью. Слухи о третьем лице указывали на кого-то из команды визуального творческого коллектива BTS, того, кто тесно сотрудничал с Тэхёном в частных, невыпущенных проектах. Молодого профессионала, который долгое время был частью их творческого круга. Их близость, некогда профессиональная, начала перерастать в нечто более личное. Фанаты продолжали разделяться: одни поддерживали решение Чингука, другие обвиняли HYBE в манипулировании информацией. Но эта буря далека от завершения, потому что за всем этим начинает вырисовываться нечто гораздо большее.